Приветствую всех! С вами Герим Жумадилова. Специально для канала про Beauty KZ по вашим многочисленным просьбам я буду сегодня показывать самомассаж, как убрать второй подбородок. Второй подбородок иногда можно полностью ликвидировать, а иногда можно уменьшить. Но вы должны понимать, что здоровый образ жизни, регулярные занятия тренировками, здоровая пища, хороший сон полноценный и уход за собой — это все способствует тому, чтобы у вас мышцы были в тонусе. Итак, давайте начнем. Я буду показывать вам сначала упражнения на зону шеи и плеч, и затем перейдем, собственно, на массаж. Первым делом сделайте глубокое дыхание. И, кстати, хочу сказать, этот самомассаж можно делать регулярно, 2-3 раза в неделю. Глубокий вдох. И поднимаем плечи поочередно. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И круговое вращение. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И в обратную сторону. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А теперь круговое вращение головой. Вверх смотрим. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эти все упражнения для разогрева. И в обратную сторону пошли. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Налево и направо. 1, 2, 3. Слишком сильно переусердствовать тут не нужно. Движение очень плавное. 3, 4, 5, 6. А теперь руки ставим за голову и будем делать поворот и налево, и направо. Начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Было бы классно, если бы я это делала на улице, либо на природе. Так, теперь приступаем на зону платизмы. Здесь нужно рассмотреть не только переднюю поверхность шеи, но и заднюю поверхность шеи. Поэтому я уже буду работать руками. А для этого вам не потребуется ни масла, ничего. Просто сначала будет сухая проработка. Итак, посмотрите направо либо налево. Вы должны понимать, что положение шеи и головы очень сильно влияет на овал лица. Брыли, когда появляются, возрастные изменения. Стоит отметить, что зона шеи, позвоночник, да и вообще опорно-двигательная система очень важна. Это основа из основ. Так, начинаем. Я делаю поворот. 1, 2, 3, 4. Как будто бы я беру трапециевидную мышцу и тяну на себя. Как будто бы я выжимаю белье. 1, 2, 3, 4. Видите? Ручки мои до ключицы я довела. Вот она. Надключичная зона. Еще раз повторяем. Где-то 4-5 раз.
Раз, два, три, четыре. Чуть ближе к середине. 5 и 6. Уже разогрелась задняя поверхность шеи. Теперь переходим на зону платизмы. Помним, что вот эта зона у нас очень чувствительная. Почему? Потому что здесь сальные железы очень мало вырабатываются, да и зона очень чувствительная. Подкожная мышца переплетается почти что с кожей. Но тем не менее, когда у вас застой в теле, лимфа застаивается, на этих зонах идет отложение жировых тканей. То есть это может быть и жир, а может быть и токсичная жидкость, и токсичная вода, потому что лимфа в застое. Давайте поработаем с этой зоной теперь. Я беру вот такую вот кожную складку. Не бойтесь, вы не растянете кожу, потому что у нас эластиновые волокна уже генетически заложены в нас. Беру вот так, чтобы хорошо было видно для вас. Поворачиваю на 45 градусов. И вот такой вот жгутик я тяну налево и направо. Потихоньку двигаюсь в левую сторону. Беру жгутик налево, направо. Еще раз. Налево, направо. Действительно, эта зона требует тщательной проработки, поэтому работаем очень медленно, но тем не менее захват у вас должно быть вот настолько, насколько позволит сама складка кожи. Раз, два, три, 4, 5, 6. Потерпите чуть-чуть. 7, 8. И еще раз прошла сверху. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И сцеживаем, как будто бы вниз, к зоне ключицы. Я повторяю с этой стороны. Хорошо видно? Надеюсь, хорошо видно. Собираю жгутик направо, налево. Собираю жгутик направо, налево. И еще раз собираю жгутик, вот она, направо, налево. Как будто бы вы болтаете направо и налево. Видите, как будто бы вы выжимаете восьмерочки. Доводим до края нижней челюсти и сцеживаем. И еще раз прошлась. Вот эти движения я буду уже по линиям спускаться вниз. Вторая линия, третья линия. На зону щитовидки сильно не давите. Вы можете лишь чуть-чуть собрать кожу и потихоньку, без давления, довести вот такой вот жгутик в сторону. Давайте здесь покажу. 2, 3, 4, 5, 6. Это была сухая проработка по миофасциальной технике. Давайте поработаем с мышцей кивательной. Грудинно-ключично-сосцевидный отросток шеи называется, ГКС. Вот здесь выйная линия. Одна сторона крепится, другая сторона крепится на грудине и на ключице. Вот тут. Можете место крепления найти, вот зафиксировать ручки. Вот тут. Видно? Хорошо видно? И делаем поворот. Раз, два, 3, 4. Для чего я это показываю? Потому что когда у вас есть сутулость, когда у вас спазмирована кивательная мышца, у вас повороты даже плохо получаются, вот заметьте. А вот этот прием, наоборот, улучшает с места крепления. Начиная, мы работаем со спазмированной мышцей с двух сторон одинаково. Раз,
2, 3, 4. Можете где-то 10 раз повторить. Я ухожу на выйную линию. То есть вот эта мышца у меня же крепится с двух сторон. Вот так вот. Здесь и тут. Прорабатываю круговыми вращениями. Где-то тоже до 10 раз доводим. Поверните налево или направо, в статике задержитесь. Направо, в статике задержитесь. Вниз и вверх. Теперь я прорабатываю на масле. Эти движения вы, наверное, уже видели на моих других роликах, но тем не менее я хочу показать, чтобы у вас было системно, чтобы у вас был комплексный подход. Мышца у меня хорошо разогрелась. Теперь я иду костяшками от центра к периферии. Затем похлопывающими движениями поочередно от центра в сторону на левую, на правую сторону и на левую сторону. Немножко неудобно. Теперь защипы делаем вот такие вот, там, где у вас кольца Венеры. И с этой стороны. Работаем под язычной мышцей. Вот тут большой палец ставим на подъязычную зону и продавливая ведем к челюсти. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Фиксируем. Еще раз. Фиксируем. И сливаем вниз. Этот самомассаж можно делать с другими самомассажами лица и шеи, потому что когда вы делаете регулярно 2-3 раза в неделю, да еще и в комплексе, будет заметный результат. В описании оставим ссылки на другие ролики. Будьте с нами. Подписывайтесь на канал Пробиотики ИЗ. С вами была я, Агирим Жумадилова. До новых встреч!